Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе Лайбах. Это славянский музыкальный коллектив, один из самых известных, играющих в стиле индастриал. А музыка, клипы и выступления словенцев, оперирующих идеологемами и тоталитарными символами, до сих пор сбивают с толку неподготовленного зрителя. Участники группы с завидным упорством игнорируют политическую корректность и всякие либеральные ценности. Вместо этого они производят один за другим парадоксальные философские манифесты и записывают пластинки, в которых, среди прочего, пародируют, а точнее деконструируют популярные произведения. И, скорее всего, если вам понравилась одна песня, то совершенно не факт, что вам понравится целый альбом. There is no force, no money and no power to stop us now and change our fate. Одним сентябрьским вечером 1980 года центр шахтерского городка Трбовле в 50 километрах от Любляны был оклеен плакатами, рекламировавшими арт-события в местном доме рабочих, где должны были состояться выставки местных художников и выступления молодых групп. Один из постеров привлек особое внимание жителей Трбовли. На белом фоне был нарисован черный крест, под которым было написано «Лайбах». Сочетание немецкого названия Любляны, в последний раз вернувшегося городу во времена фашистской оккупации, с многозначительным символом было подобно орудийному залпу в ночи. Власти Трбовли отреагировали незамедлительно. Плакаты сорвали, выставку запретили. Разбираться в том, что имели в виду авторы плаката, никто не стал, хотя группа рекламировала свое выступление еще и изображением двух скрещенных молотов и черно-белой картинкой с молодым рабочим, сделанной в стилистике соцреализма. В итоге группа не смогла появиться на сцене. Ну а вскоре призыв на военную службу разбрасывает членов группы по всей стране. Однако даже в этих условиях они умудряются организовать выставку своих графических и музыкальных работ в Белграде. Лайбах изначально мыслили себя не музыкальной группой, а этаким вагнерианским проектом, который производит музыку, фильмы, дизайн и объекты искусства ради решения концептуальных задач. Звуковая стилистика словенцев, которых относят к пионерам индастриала, сложилась под влиянием среды и обстоятельств. Участники группы выросли в индустриальном городе, подрабатывали на заводах, где стали записывать первые сэмплы и не могли купить приличные музыкальные инструменты. Взяв энергию и анархистский посыл у популярного в конце 70-х панка и добавив неоднозначности цитатами из китчевых мелодий и речей политических лидеров, они сконструировали звуковую стилистику, которая добавляла силы манипуляциям группы с тоталитарной визуальной эстетикой и идеологизированным искусством. На концертах эта комбинация производила сокрушительное впечатление. Первое выступление для большой аудитории они осуществили в сентябре 1982-го на фестивале в Любляне. Музыканты вышли на сцену в черной и серой военной форме, оставшейся после срочной службы в Югославской народной армии, и, прямо сказать, обрушили на неподготовленных слушателей железный занавес из лязга, грохота, шума и утробных ритмов. Публика была раздражена и даже возмущена. Одни сбегали с шоу, другие свистели, а третьи пытались выместить свое недоумение на самих музыкантах. На обложке альбома, собравшего ранние концертные записи группы, тогдашний вокалист Томаш Хостник, покончивший с собой в 1982 году, высоко задирает вверх рассеченный бутылкой подбородок. Незадолго до смерти он написал стихотворение, которое стало его своеобразной предсмертной запиской. Это стихотворение стало текстом песни. И могуче ольтарьяны
и обликом ночи. Через год они выступили на музыкальном биеннале в Загребе, где стали исполнять свою репрессивную музыку под видеоряд, в котором выступления югославского вождя Иосипа Броз Тита были перемешаны с порно-сценами. Акция называлась «Свидетельство угнетения номер 2». Организаторам фестиваля пришлось остановить выступление группы. Тита хоть и умер к этому времени, но культ его был еще жив. Ведь вплоть до 90-го года, в день его смерти, по стране проводилась всеобщая минута молчания. Следующим скандалом стало появление группы в передаче «ТВ Тедник», показанной в 1984 году на Словенском национальном телевидении. В кадре 5 серьезных юношей в белых повязках с черным крестом манифестировали свои идеи о манипулятивном искусстве, изучающем отношения с идеологией и поэтому находящемся вне какой-либо актуальной политики. Появление на телевидении стоило группе официального запрета на использование названия «Лайбах» вплоть до 1987 года и отмены договоренности об издании дебютного альбома с крупным славянским лейблом. Зато оно подвигло их на создание неформальной организации «Новое славянское искусство» или сокращенно НСК. Впоследствии эта организация, которая была почти таким же виртуальным, как только объявившая независимость Словения или утвержденный Маастрихтским договором Европейский Союз, обзавелась собственной бюрократической системой, посольствами, первое из которых появилось, кстати, в 1992 году в Москве, официальным новостным агентством и ритуалом крещения младенцев. Разумеется, НСК раздавал собственные паспорта, которые, по легенде, принимались американскими солдатами за дипломатические во время Косовской войны. В том же году Лайбах объявили о своем чрезвычайно важном манифесте под названием «10 пунктов завета», впервые опубликованном в славянском журнале, посвященном культурным и политическим вопросам. Здесь группа описывает себя как коллектив, практикующий анонимность, членство которого скрыто под 4 именами. Члены группы до сих пор используют эти псевдонимы и избегают использования своих собственных имен. Ну а в апреле 1985-го вышел, наконец, первый альбом. Запрет на использование их имени означал, что на обложке пластинки было только изображение их характерного символа черного креста. Этот дебют представил характерную для Лайбах смесь вагнеровских валторн, милитаристских битов, атональных оркестровых элементов, образцов патриотических речей Тита и суровых тонов фронтмена группы. Следующий альбом стал первым альбомом группы, получившим международный релиз. И тогда ребята решили, что музыкальный альбом – это отдельное произведение искусства. Музыкальная индустрия с каждым десятилетием все активнее вбивает в голову публики, что достойны внимания лишь отдельные песни, хиты. Так, музыка переходит в сферу потребления, а публика начинает состоять из, собственно, потребителей, потребляющих музыкальные продукты по схеме «послушал, понравилось, выбросил». Лайбах – волки в шкуре пастухов, вооружились средствами врага. Они взялись выворачивать поп-хиты наизнанку, а потом собирать из них концептуальные альбомы. Итак, в 1987 году на британском лейбле Mood Records вышел альбом, который начинался с грозных переделок песен таких групп, как Opus и Queen, под угрожающий ритм военного марша и пафосные синтезаторы, изображающие ликующую полковую медь. Вокалист группы Милан Фрас яростно выкрикивал переведенные на немецкий язык тексты, и в безобидных поп-хитах зазвенело эхо имперского искусства. Лайбах сняли на эти песни видеоклипы, в которых перевели на новый носитель героические образы с тоталитарных плакатов, и они попали в активную ротацию у набравшего силу музыкального телеканала MTV.
Не зря в манифесте для ТВ «Тедник» группа называла себя представителями первого телевизионного поколения. Они понимали силу главного медиума 20 века и умело ей воспользовались. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. После оглушительного успеха этого альбома, который не напугал, но многим даже понравился, не считая, правда, властей США, до 1989 года запрещавших группе въезд в страну, так как подозревали в них радикальных коммунистов. Лайбах регулярно стали записывать парадоксальные кавер-версии, выдвинув тезис «копия может быть лучше оригинала». По горячим следам словенцы выпустили альбом, на котором милитаристские ремейки песен с альбома Beatles были соединены с цитатами из Deep Purple, с немецкими народными песнями и фрагментом из оперы Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок». Последний альбом самой известной группы на Земле был выбран ими не только потому, что они хотели провести параллель между уничтожением грезы о поп-утопии и ускоряющимся разрушением мечты Тита об объединенной мультикультурной Югославии, но и потому, что в знаменитую обложку удачно вписывался черный крест. Говорят, что эти интерпретации были удостоены высочайшей похвалы Пола Маккартни, и они даже использовались им как фоновая музыка во время собственных шоу. Альбом 90-го года представлял собой уже 8 вариантов одноименной композиции Rolling Stones. Очень уж полюбила группа делать кавер-версии, вернее совершенно новые вещи из старых. По мнению одного из идеологов группы Ивана Новака, поп-музыка во многом основывается на повторении и копировании, а люди, особенно в Британии, живут в скорлупе, они очень самодовольны, но все не так хорошо, как им кажется. После того, как Словения стала независимым государством, Лайбах обратили свой аналитический взгляд на новые темы, первой из которых стал новый мировой порядок и переход бывшего Восточного блока к рыночной экономике. Альбом 92 года – один из самых экспериментальных и сложных релизов группы. В альбом вошли отрывки из финансовых новостей, политических речей, научно-фантастических фильмов и пронзительные отрывки традиционной восточноевропейской музыки, чтобы создать захватывающий снимок духа времени в начале нового периода в истории Европы. Однако начало югославских войн побудило выпустить альбом под названием «НАТО». Этот альбом отличает то, что он состоит из одних только кавер-версий песен, которые все прекрасно знают. А от того, как их развернули Лайбах, мороз идет по коже. И создается стойкое впечатление, что знаменитые «The Final Countdown» и «In the Army Now» были написаны непосредственно о событиях в Сараево или Вуковаре.
В условиях, когда в бывшей Югославии бушевала война, альбом оказался очень своевременным заявлением. Лайбах поддержали пластинку их туром под названием «Тур НАТО по оккупированной Европе», который завершился 2 концертами в раздираемом войной Сараево. I guess there is no one to blame. We're living proud. Will things ever be the same again? It's a final countdown. В 96-м вышел альбом, посвященный религиозным проблемам современной Европы, и который можно смело назвать индастриал-металлом. В том году Лайбах гастролировали по Европе и США, но завершили год крупным туром из 9 концертов по Украине, России и Сибири, доехав до Новосибирска и Барнаула. Последний концерт в 97 году состоялся в Белграде. А вскоре после этого началась война в Косово. И в марте 99-го НАТО разбомбило город и всю страну. В 2003-м группа выпускает альбом WAT. Особо умные товарищи пытались расшифровать название альбома как «Война против терроризма». Комментариев, правда, от самих участников группы по этому поводу не поступало. Но, по сообщениям выпускающей компании, новый альбом группы не имеет ничего общего с саундом последних альбомов и должен стать точкой отсчета нового стиля группы, и в то же время возродить былые эксперименты, которыми славились Лайбах в первой половине 80-х, еще задолго до своей всемирной известности. Этот альбом стал одним из самых популярных альбомов группы, а несколько песен из него появились даже в радиочартах. На альбоме музыканты не устают передавать приветы не только Джорджу Бушу-младшему и Освальду Шпенглеру, но и коллегам по цеху, занимавшимся формированием электронной сцены. Так, самая, пожалуй, популярная волею судеб их песня «Танцмит Лайбах» есть не что иное, как измененная версия старинной песни культовой индастриал-группы. И не случайно посвящена она той самой немецко-американской дружбе, которая была скреплена натовской операцией в Ираке. В 2006-м они снова нашли, чем удивить любителей необычного, записав альбом, состоящий из синти-поповых версий гимнов мировых империй. Тонкое понимание политических и геополитических реалий, наряду с оригинальным подходом и традиционно безукоризненным исполнением, делают истинным шедевром этот альбом, где нашлось место и ёрническим иголкам в адрес США и Англии, и написанным с явной симпатией версиям гимнов России и Германии. На фоне пения на языках стран, чьи гимны исполняются, суровый миллион фраз, словно приговоры, читает с утрированным славянским акцентом по-английски свои обращения к мировым державам. С обложки на нас смотрят овцы. Альбом называется «Волк», что по-немецки значит «народ», а со славянского так и переводится «волк». По всей видимости, именно тот, что в шкуре пастуха. В 2008 вышел альбом «Индастриал. Переработка произведения Иоганна Себастьяна Баха «Искусство фуги». Лайбах решили использовать компьютеры и программное обеспечение в качестве ключевых инструментов, создав совершенно особую электронную интерпретацию и предположив, что Баха также можно рассматривать как пионера электронной музыки. В следующем году в сотрудничестве с симфоническим оркестром Словении они представили еще одно впечатляющее мероприятие. Основываясь на музыке Рихарда Вагнера, артисты решили создать звуковую сюиту в 3 действиях, которая переносит Вагнера
в суть джазовой музыки таких звуковых экспериментов, как Майлз Дэвис и Сан Ра, дополнительно дополняя музыку эмбиентными электронными и индустриальными звуками. Was zusammen ist, muss die Stücke gehen. Und was allein ist, muss sich multiplizieren. Wir der Böse sind und wir sehen Gott. Wir sind zeitlos und du bist tot. Следующий альбом, ключевой темой которого является героизм. Выдающийся отечественный экспериментальный биолог Сергей Анатольевич Курехин в начале 90-х годов рассказал об отношениях героизма с мещанством, которое ученый наблюдал в благоприятной среде первого десятилетия постсоветской России. Новый альбом, наоборот, попытка наблюдения за героизмом в естественных для него условиях постоянного противостояния мещанскому болоту. Сегодня он находится в отношении системы в том же положении, что любовь в классических антиутопиях. Лайбах прямо ссылаются на замятинское «мы», неизбежность учета русской рефлексии при осмыслении судеб Европы. Мещанству же достается постоянно, и в этих случаях стальной голос Милана Фраса, сопровождаемый бэк-вокалом прекрасной Мины Шпиллер, бескомпромиссно ставит диагнозы, за которыми следует неумолимый приговор. В 2015 году они стали первой западной группой, выступившей в Северной Корее. И они вовсе не насмехались и не иронизировали над этой удивительной страной во время своего шоу в Пхеньяне. Но, конечно, выпускать на северокорейскую сцену Лайбах в том виде, в котором он существовал, было попросту невозможно. Да никто и не позволил бы, потому все, от внешнего вида участников группы до программы выступления, было подвергнуто корректировке, а где-то и вполне радикальным изменениям, соответствующим северокорейским реалиям. Для исполнения из репертуара программы были выбраны самые безопасные композиции, несколько северокорейских песен, а также песни, звучавшие в фильме «Звуки музыки». Это знаменитый американский мюзикл был особенно любим жителями КНДР. Собственно, песня «Звуки музыки» не только стала одной из самых заметных композиций, прозвучавших в рамках тура, но и дала название целому альбому. Like the wings of the birds that rise from the lake to the trees. В качестве лирического отступления хочется обсудить, что вообще представляет из себя рок-музыка в одной из самых закрытых стран на планете. Судить об этом можно по творчеству. Пожалуй, самой популярной на момент празднования 70-летия освобождения Кореи группы, которая, по словам организаторов тура Лайбах, является самой близкой к рок-музыке из того, что есть в стране. Я говорю о девочках из коллектива Моранбон, чья песня «Мы отправимся на гору Пэкту» звучала в 2015-м чуть ли не круглосуточно и повсеместно. Посвящена она, конечно, лидеру страны Ким Чен Ыну, и более того, рассматривалась для исполнения гостями из Словении, однако была отвергнута принимающей стороной в самый последний момент. Моранбон вообще авторский проект Ким Чен Ына. Говорят даже, что северокорейский лидер самолично занимался кастингом участниц. С триумфом возникнув в 2012 году на северокорейской сцене, уже через год коллектив пропадает из инфополя, что рождает слухи о расстреле, либо заключении участниц. Однако в 2015-м девушки из Моранбон вновь возвращаются с песнями, тут же ставшими всенародными хитами.
В 18-м музыканты отметили исторический саммит в Сингапуре между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, выпустив песню, посвященную грядущему воссоединению Кореи. А вскоре выпустили альбом, где одна из песен представляет собой переосмысление арии из корейской революционной оперы, написанной под руководством дорогого вождя Ким Чен Ира. «31 марта 23 года Лайбах планировали провести концерт в Киеве. Анонсируя концерт, они охарактеризовали происходящие события как циничную прокси-войну за геостратегические интересы сверхдержав и финансового капитала, что вызвало множество негативных реакций в Украине. Лайбах разместили в социальных сетях длинную заметку, в которой, с одной стороны, выразили поддержку Украине, но в то же время выразили восхищение русской культурой и русским народом, что еще больше усилило негативную реакцию в той же самой Украине. Под давлением общественности концерт отменили. Сами же музыканты заявили, что концерт отменили, потому что они не хотели заявлять, что все русские плохие, а русское искусство разрушительно. Казалось бы, времена, когда Лайбах были дерзкой группой, чьи записи и выступления выглядели острыми политическими провокациями, уже прошли. Экспериментировавшая группа, которая использовала приемы поп-культуры для интервенции на ее территорию, сама стала ее этаблированной частью. Находившиеся под запретом Лайбах являются сейчас самым известным объектом экспорта славянской культуры. Неоднократно они объездили с гастролями весь мир, от США до Северной Кореи, и регулярно выступают на родине, перед политическими лидерами разных стран и симфоническим оркестром. Вот это парадокс. And let's make Earth great again.